Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Продолжается рубрика выживания под старыми операционными системами. В прошлый раз я выживал на легендарной операционной системе Windows 7, и многим из вас это выживание понравилось. Ну а сегодня я буду выживать на операционной системе Windows XP. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, раскройте вам канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Уставитесь поудобнее, наливайте чего с лимончиком и погнали! Будет очень интересно! Перед нами рабочий стол легендарной операционной системы Windows XP. Именно с Windows XP я начинал знакомство работы с компьютером. Легендарная обойная безмятежность. Я ее просто до сих пор обожаю. Она у меня на основном компьютере даже до сих пор стоит. Хотя скоро я хочу поставить обойну из Windows 7. Ту самую обойну, которая наравне с безмятежностью является легендой. И давайте мы начнем сейчас с браузера. Тут в системе у нас установлен Internet Explorer 6, или как его в простонародье сейчас называют, шестой ишачок. Версия 6.0, все совершенно верно. Нам нужно установить какой-нибудь свежий браузер. Ни в какую сейчас поисковую систему мы толком и зайти не сможем. Ни в Яндекс, ни в Bing. Вот давайте сейчас попробуем зайти в Яндекс. Нажимаем тут кнопку ОК, и появляется вот такая картина. Невозможно отобразить страницу. Хорошо, давайте попробуем зайти тогда на Bing. А вот Bing открывается только вот так. Просто красивая зимняя картинка, а поля поиска, к сожалению, нету. Гениально. Единственным рабочим вариантом остается это сайт google.ru. А вот Google вполне себе спокойно открылся. Вот поле поиска, которое нам и нужно. Логично. Какой же браузер мы установим на Windows XP? Последние версии Chrome и Firefox, к сожалению, больше на Windows XP не запускаются еще с 2015 это Chrome и с 2017 Firefox. Давайте мы поищем браузер, который является форком Polymoon, который в свою очередь основан на Firefox. Объясню в двух словах. Polymoon — это свободный открытый браузер на основе легендарного Firefox, а MyPal — это форк Polymoon под Windows XP и Windows Vista. Он тоже открытый и свободный, и бесплатный в конце концов. Давайте мы его и установим. Так, переходим на официальную страницу. Здесь нажимаем кнопку ОК. Так, и снова появляется вот эта самая штука. Невозможно отобразить страницу. Почему ее отобразить невозможно, я не знаю. Других источников скачивания браузера больше я не знаю. И я тут кое-что вспомнил. Можно даже сделать так, чтобы Internet Explorer хоть как-то нам открыл хоть какой-то сайт. Надо нажать на сервис, свойства обозревателя, на вкладку дополнительно перейти и установить галочки над пунктами SSL 2.0, SSL 3.0 и TLC 1.0. Нажать ОК, снова перейти на эту страницу, нажать ОК, и страница, к сожалению, все равно не открывается. Не помог этот способ, к сожалению. Так, давайте тогда поступим по-другому. Сначала мы зайдем на официальный сайт Firefox, скачаем сам Firefox, и уже с Firefox мы скачаем браузер MiPal. MiPal, он позволяет запустить чуть более современный Firefox, чем выше 52 версии, на XP и Vista соответственно. Давайте мы прямо сейчас скачаем и установим Firefox, а потом установим уже MiPal. MiPal реально будет посвежее, чем обычный 52-й огнелист. Я имел в виду сказать, MiPal будет свежее 52-го Firefox. Я просто в прошлый раз чуть-чуть отговорился, за это я извиняюсь. Нажимаем здесь кнопку «Выполнить» и скачиваем обычный огнелист. Напишите, пожалуйста, в комментарии, а пользуетесь ли вы Firefox или пользуетесь им сейчас? Обычным именно Firefox. Нажимаем тут кнопку «Выполнить». Начинается процесс инсталляции Firefox, а ишака 6 мы, слава богу, можем закрыть. Ну и просто устанавливаем обычный огнелист. Ну и запускаем, соответственно, сам Firefox. Так, ничего мы не будем импортировать с Internet Explorer, нам Internet Explorer сейчас вообще не нужен никак. И вот, пожалуйста, 52-й Firefox, естественно, вполне себе на XP работает. И даже спокойно загрузил страницу mozilla.org. Версия у нас, естественно, 52-я. Самая последняя до XP и Vista. Эта версия вышла в 2017 году. Именно в 2017 году Firefox прекратил поддержку XP и Vista. Итак, теперь переходим дальше. Далее мы все-таки идем скачивать
скачивать MiPow тот сам. Так, переходим на официальный сайт MiPow. Так, здесь мы нажимаем на кнопку Download, переходим в FTP и скачаем версию немножечко младше, потому что более последняя версия, она не будет работать на Windows XP, это было проверено. Нажимаем сюда и скачиваем MiPow. И нужно подождать 8-9 минут. Ладно, я пока запись поставлю на паузу, чтобы сильно не затягивать хронометраж данного видео. Наконец-таки скачался тот самый MiPow. Давайте мы сейчас запустим инсталлятор. Мы сейчас закроем Firefox, чтобы он нам не мешал. И дождемся начала инсталляции MiPow. Вот он, установщик, вполне себе запустился. Вот, посмотрите на логотип. Это логотип енота. Точнее, на логотипе MiPow изображен енот. Вот так будет правильнее. Да, он будет на английском языке, но это не очень-то и критично, на самом-то и деле. Итак, запускаем прямо сейчас MiPow. И вуаля! MiPow запустился. Вот он. Вот он, тот самый браузер MiPow с старым интерфейсом Firefox. Почему? Потому что у браузера Polymoon точно такой же интерфейс. Хочу еще раз напомнить, MiPow это форк браузера Polymoon, который основан на Firefox. На какой же версии MiPow основан? Вот она, последняя версия. Тут не написано, на какой именно версии Firefox, но MiPow он основан на более свежем Firefox. Если мне память не изменяет, это 60-я какая-то версия. Вот, я запустил сайт google.ru и посмотрите, уже более красиво он открывается в браузере MiPow. Теперь давайте мы перейдем к следующим программам. И начать я хочу с видеоплеера. И я хочу сюда с великим удовольствием установить VLC. Один из лучших медиапроигрывателей, которые существуют на данный момент. Наряду с Media Player Classic. Так, здесь нажимаем на кнопку «Загрузить VLC». Напомню вкратце, что VLC это свободное открытое программное обеспечение. По-английски это будет Open Source. Если закачивание, кстати, сейчас автоматически не начнется, надо нажать на надпись Click Here. Сохраняем этот файл. О, какая ностальгия. Когда вы в старом Firefox файлы сохраняли, он сразу спрашивал, куда вы хотите сохранить. Давайте прямо в эту папку и сохраним этот файл. И дождемся его скачивания. У меня аж олдскул сильно свело, потому что я Firefox очень долгое время пользовался. И Chrome, правда, пользовался, но почему-то у меня любовь к Firefox чуть больше, чем к Chrome. Не знаю почему. Запускаем сейчас установку VLC. Вот видно то, что MiPow немножко подвисает, но тем не менее он шустро работает. Я пока сверну сейчас MiPow и давайте установим сейчас спокойно VLC. Тот самый плеер, который я ставил уже в выживании на семерке. Если вы, кстати, не видели выживание на семерке, обязательно посмотрите. Ссылка будет в правом верхнем углу и в описании к этому ролику. Так, VLC у нас успешно установился. Давайте мы его сразу же запустим. И вот он, великий и могучий VLC. Последняя версия исправно запускается на Windows XP. 3.0.20 работает. Фильмы смотреть мы можем. Видеоклипы смотреть мы можем. Видео смотреть, естественно, мы можем. Мы можем, конечно, в VLC и слушать музыку, но для этих целей я хочу установить аудиоплеер. Из аудиоплеера я бы сюда установил с удовольствием AIM, но надо установить живую классику, которая была в эпоху Windows XP и даже 98 винды. И это легендарный аудиоплеер Winamp. Winamp версии 2.95. Давайте мы ее и скачаем. Эту версию я очень хорошо помню. Я сам ей неоднократно пользовался. Вот Winamp вообще легендарный плеер. Самое главное, чтобы Old Version сейчас сайт открылся. Old Version это сайт, где хранятся старые версии приложений. Я очень надеюсь, что он откроется. Короче, Old Version почему-то не захотел открываться, поэтому я зашел на archive.org и здесь как раз есть нужный нам файл. Мы нажимаем сюда и скачиваем этот файл. Здесь нажимаем кнопку «Сохранить» и файл успешно скачался. Давайте сразу же его запустим. Вот он, старый добрый инсталлятор Winamp. Winamp, ты велик и могуч. Сколько мы на тебе прослушали многие песни, альбомы, там русский рок, русский рэп. Вот это просто классика. Хотя я больше люблю русский рок, чем русский рэп, но тем не менее. Даже браузер пытается запуститься, но он не работает. А вот Winamp вполне себе замечательно работает. Даже можно как вот в AIMP вот так вот окна перетаскивать. То есть эквалайзер отдельно, плейлист отдельно. И даже музыку он прекрасно проигрывает и сегодня. Winamp. It really whips the llama's ass.
Просто ностальгия. Прям хлопнула мне. Давайте Winamp закроем и перейдем дальше. И давайте дальше мы установим еще какую-нибудь другую программу. Давайте мы установим дальше, наверное... Что там нам еще надо? Архиватор нам как раз нужен. Давайте WinRAR установим. Так, переходим на официальный сайт программы и ищем. Так, на сайте тут последняя версия WinRAR. Я не уверен, что она запустится, поэтому нужно вбить запрос WinRAR Windows XP. И снова нас привело на archive.org. Ого, ничего себе, как скриншот развернулся. Может, это глюки старой версии Firefox, на котором MIPAV основан? Ну да ладно. Нажимаем Save файл, сохраняем файл и запускаем этот файл и устанавливаем архиватор WinRAR. Вообще сюда не помешает еще 7-zip установить. Нажимаем ОК, и WinRAR успешно установился. Даже папка, видите, открылась. Давайте вот прямо сейчас его и запустим. Вот он правда тоже на английском языке, но русифицировать его можно без проблем, и вообще без проблем можно найти русскую версию WinRAR. WinRAR работает. Давайте тогда и 7-zip сразу поставим. Но вообще правильно говорить 7-zip. Я почему-то 7-zip все время называю, не знаю, видимо я с напитком таким одноименным путаю, и за это я дико извиняюсь. Скачиваем мы этот файл, сохраняем его и также спокойно устанавливаем эту программу. Все, 7-zip установился, и его можно даже прямо сейчас запустить. Запускаем 7-zip. Вот он, 7-zip вполне себе работает. А значит, работать с архивами мы можем безо всяких проблем. Что нам далее понадобится? Далее нам понадобится офисный пакет. Есть два варианта. Либо установить не свободный офис, то есть Microsoft Office, там 2003, 2007 года, 2010 года. Но я не хочу в этом ролике показывать вам место, где можно его скачать. Это вы уже сами гуглите Microsoft Office. А чтобы я не нарушал выживание и традицию скачивания программ с официальных сайтов, я лучше скачаю свободный распространенный офис. LibreOffice. Опечатался, правда, немного, извиняюсь. Вот он, официальный сайт LibreOffice. Прямо сейчас мы переходим сюда. Так, и далее нам нужно найти версию для Windows XP, потому что самая последняя версия работать здесь, конечно же, не будет. Так, переходим на страницу загрузки, и здесь где-то должно было быть FTP, если мне память не изменяет. Вот архив версии, и давайте мы скачаем какую-нибудь версию, наверное, 2012 или 2013 года. Вообще, по идее, можно скачать вот эту, например, версию. Давайте мы ее и скачаем. Так, папка bin, x86 и вот этот самый установочный файл. Скачиваем прямо сейчас его. Сохранить. И сколько это времени займет? О, всего 2 минуты. Ладно, подождем. Запись пока поставлю на паузу. Чтобы, кстати, сильно время не терять, можно, в принципе, пока другую программу скачать. Раз уж офис пока на 50% там застрял, можно так сказать. Точнее, не застрял, а идет только прогресс. Давайте мы установим и графический редактор какой-нибудь. Я не хочу показывать, где вы можете скачать Photoshop, это как бы не очень хорошо, плюс на YouTube такие места показывать категорически нельзя, поэтому скачиваем GIMP. Только единственное, я скачаю, наверное, версию 2.8, почему? Потому что самая последняя версия не факт, что будет работать на Windows XP. Вот она, GIMP 2.2.8. Так, нажимаем на эту кнопку, точнее делаем так, Save Link As, но это имеется в виду сохранить как ссылку. И скачиваем прямо сейчас. И тоже мы немножко подождем, потому что скорость немножко ниже, потому что скачивается и LibreOffice, и GIMP. В общем, надо просто подождать. Так, и чтобы было, кстати, удобно, я вот так вот открою окно загрузок, чтобы было удобнее смотреть со скоростью. Вот, всего 1 мегабит качается LibreOffice, и столько же скорость имеет сам GIMP. Скачались у нас обе программы, давайте начнем мы с установки LibreOffice. Нажимаем здесь кнопку ОК, и здесь мы нажимаем на кнопку «Выполнить». Чтобы сильно все не тормозило, я одну вкладку пока закрою и сверну сейчас сам браузер. Теперь подождем инициализацию установщика Windows. Запустился установщик LibreOffice. Все делаем как обычно, устанавливаем его, ярлык на рабочем столе пусть будет, чтобы можно было удобно запустить сам офис. Итак, установка LibreOffice завершилась, закрываем мастер установки и запускаем сам офисный пакет. А пока он запускается, вот он вполне себе сейчас запускается, LibreOffice The Document Foundation. Это фонд и по факту разработчик LibreOffice.
Так, пока можно закрыть папку с WinRAR, она почему-то до сих пор была открыта в фоне. И вот он, вполне себе запустился этот офисный пакет. А работать с документами в этом случае мы без проблем сможем. Давайте я что-нибудь напишу. Например, привет, как дела? Пожалуйста, с текстом работать мы можем без особых проблем. Версия 2013 года. Этот офисный пакет 100% будет работать успешно. Закрываем LibreOffice и в параллель устанавливаем, а точнее сразу же мы устанавливаем GIMP. Так, появилось окно с выбором языка, выбираем русский язык. И вот он, запустился инсталлятор, просто устанавливаем прямо сейчас программу. А пока оно устанавливается, я хочу напомнить, что если вы вдруг не подписаны еще на мой канал, на мой Play канал и на мой Live каналы, то обязательно на них подписывайтесь. Будьте в курсе всех событий. А если вы хотите больше узнавать о выходе новых видео или даже следить за процессом съемки моих видеороликов, которые вы смотрите часто на YouTube, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании под видео. Ну, также в описании будут другие социальные сети, там ВК, Steam и Discord тоже. Хотите, подписывайтесь, буду вам только благодарен. Как говорится, подписывайтесь и следите за мной во всех социальных сетях. Все, GIMP успешно установился, завершаем мастера установки и через меню пуск мы его запускаем. Но перед запуском давайте я все-таки до удобства сделаю на рабочем столе ярлык и прямо сейчас мы GIMP запустим, посмотрим на него. Вот он, тот самый GIMP. Вот версия 2.8 считается одной из самых лучших версий GIMP. И по ней на YouTube можно найти огромное количество видеоуроков. Например, как работать в самом GIMP. Я, кстати, тогда в выживании по семерке говорил, что, наверное, я перейду под GIMP. Но, скорее всего, этого не произойдет, потому что я к фотошопу просто больше привык. Хотя, чисто ради интереса, на GIMP поделать ту же самую превьюшку, например, все-таки надо будет взять свою силу в руку, как говорится, и перейти на GIMP. Ну, не перейти, а все-таки попробовать. Просто я еще переходил на программу Premiere Pro до монтажа видеороликов. Но из-за того, что мой компьютер не очень соответствует ее требованиям до Full HD, я предпочитаю больше все-таки фильмовым. Это я так к слову сказал. Вот он GIMP. Запустился. Версия 2.8. Та самая удачная версия 2017 года. Те же самые функции, слои и много чего другого. Бесплатная альтернатива фотошопу. Графический редактор есть. Офис есть, аудиоплеер присутствует, видеоплеер есть, браузеры присутствуют, и Firefox присутствует обычный, и Mipal тот самый присутствует. Тогда мы перейдем к другим программам. Итак, надо установить программу, с помощью которой мы сможем скачивать торренты, например, от ваших друзей, где они вам в большом количестве отправили фотографии с отдыха. Я очень рекомендую программу QBitTorrent. Скачаем мы версию 3.3.5. Почему? Потому что более последняя версия, она не будет работать на Windows XP, потому что более новые версии QBitTorrent уже перешли на библиотеку Qt6. Qt6 требует уже минимум Windows 10. При этом программы, которые работают на Q5, точнее Qt5, они спокойно на семерке будут работать. А на XP, к сожалению, не все. Ну там еще зависит от того, прикатил ли разработчик поддержку XP или нет. Сохраняем установочный файл программы. Если что, я скачиваю все программы в этом видео с официальных источников, с официальных сайтов программ, а также сайта sourceforge.net. Это сайт, где размещается программное обеспечение, которое полностью открыто. То есть здесь можно найти и старые версии, например, QBitTorrent или того же, например, Office, например, LibreOffice, OpenOffice. Если вдруг я ошибся, подправьте меня смело в комментариях. Все, скачался QBitTorrent, запускаем его установку. Браузер я тоже свернул. Не знаю, почему я браузер сворачиваю, видимо, до удобства это делаю. Принимаем лицензионное соглашение программы, делаем ярлык на рабочем столе и просто устанавливаем прямо сейчас программу. Итак, запускаем QBitTorrent. Так, уведомление. Мы соглашаемся с уведомлением программы. И вуаля! QBitTorrent работает. Работает вполне себе исправно. Версия 2016 года. Скачивать торренты от ваших друзей, например, с фотографиями из отдыха, без всяких проблем получится. Итак,
Выходим из BitTorrent и идем дальше. Давайте теперь мы кое-что проверим. К сожалению, Telegram последних версий на XP уже не запустит. Но давайте все-таки попробуем установить Telegram последней версии, которая поддерживается на Windows XP. Самое что интересное, я перешел на archive.org снова. Здесь тоже есть Telegram, тут версия 1.8.2. Давайте попробуем ее. Но вдруг она заработает. Инсталлятор вроде запустился. Но это не значит, что сам Telegram сейчас запустится. Нужно установить Telegram и попробовать его самого запустить. Запускаем Telegram. И да, вот эта версия Telegram на Windows XP вполне себе работает. И мы даже можем попробовать залогиниться. Давайте я прямо сейчас все-таки залогинюсь, чтобы вам полностью показать работу Telegram. И что хочу сказать по поводу Telegram. Telegram вполне себе работает. Посмотрите, я вот открыл свой телеграм-канал, ссылка на него, если что, в описании под роликом есть. Вот, смотрите, отображаются посты, вот мой кружок, например, даже сейчас загружается без звука. То есть, можно сказать, телеграмма вполне себе пользоваться тут можно. Тут, к сожалению, нету функции рекламы, комментариев, к сожалению, этого не было. Но, тем не менее, переписываться, звонки, голосовые сообщения можно безо всяких проблем. И что это означает? Означает, пользоваться телеграммом можно совершенно спокойно. Вот реально все работает шустро, даже ничего практически не тормозит. Я давно не видел телеграм в старой версии. И еще вот эти квадратная форма сообщений. Они же сейчас круглые, скругленные, а здесь они прям квадратные, как в старые добрые времена. И давайте сейчас приступим дальше. Discord мы установить сюда не сможем, потому что я не уверен, что Discord выходил когда-то под XP, но по крайней мере я не знаю, где искать Discord до Windows XP. Steam я проверять не буду, потому что Steam уже не работает под Windows XP. Можно еще попробовать какую-нибудь виртуальную машину. Виртуальная машина в виртуальной машине. Гениально. Давайте VirtualBox попробуем. Но скачивать мы будем 5-й VirtualBox. Почему 5-й? Потому что 6-й не работает под Windows XP, а вот 5-й вполне себе должен работать. Нажимаем сюда, сохраняем и ждем скачивания и устанавливаем VirtualBox. Скачался у нас VirtualBox, давайте мы прямо сейчас его установим, нажимаем здесь кнопку «Выполнить», свернем пока браузер, и мне, кстати, почему-то стало интересно, а сколько сейчас система кушает оперативной памяти? Скажу, я выделил системе 512 мегабайт, а из них она кушает, с учетом файла подкачки включенных, 396 мегабайт. В то время, когда были компьютеры с 128 мегабайт, 256 мегабайт, это было слишком тогда много. А сейчас в нынешние времена это такой смотрится мелочью, и практически центральный процессор не нагружен. Так, устанавливаем прямо сейчас VirtualBox. Так, тут устанавливая программное обеспечение и тестировать на совместимость с Windows XP, все равно продолжим. Это устанавливаются сейчас драйвера для самого VirtualBox, ну, для эмуляции, можно сказать. Эти окошки сейчас будут появляться, я всех их подряд показывать не буду, чтобы не тянуть хронометраж видео. Установка VirtualBox завершилась. Было много окошечек установка программного обеспечения, и тут у нас возникает ошибка. Это печально. Я, конечно, не ожидал такого, но что-то пошло не так. Видимо, версия все-таки до XP не подходит. А раз уж она не подходит, тогда попробуем, возможно, установить другую версию. Скачал я сейчас версию 4.2.36. Давайте попробуем ее установить. Пробуем запускать четвертую версию VirtualBox. И снова у нас происходит какая-то ошибка. В общем, друзья, я нашел еще более младшую версию VirtualBox 4.2.20 2013 года, и она запустилась. Да ладно. А значит, мы сможем тут создавать виртуальные машины безо всяких проблем. Версии старше 4.2.20 не ставьте, они не работают. На форуме VirtualBox я об этом прочитал, что 5-я версия, оказывается, не поддерживается Windows XP в качестве операционной системы, на которую сама программа ставится. Но на виртуальную машину ее вы можете ставить. Вот почему были вот эти ошибки. И по программам реально по фактам уже все, потому что остальные программы нет смысла проверять, потому что, ну, мне больше в голову не пришло, что еще можно установить на Windows XP. У нас браузер есть,
Слушать музыку мы можем, смотреть видео мы можем, работать с документами мы можем, работать с фотографиями мы можем, качать торренты, которые вам друзья скидывают, тоже можем, общаться в Телеграме мы тоже без проблем можем, и работать с виртуальными машинами, конечно, не как на VMware, но тем не менее мы можем. Кстати, последняя версия VMware до Windows XP это 10-я. Выше десятки в VMware вы на XP не поставите. Будет требоваться минимум Vista CS7 уже. Вот как-то так, ребят, получилось. Что хочу сказать. Я, в принципе, вполне доволен результатом. И сейчас отвечу на вопрос. Можно ли выжить на Windows XP в 2024 году? Вполне себе можно выжить на Windows XP. Вполне. Все нужные программы работают. Да, у некоторых программ более старые версии, чем нынешние версии, но тем не менее, мы можем выжить на Windows XP совершенно спокойно. Windows XP все еще жива в наших сердцах. Естественно. А на этой чудесной и классной ноте я каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на мой телеграм-канал, на ВК, Steam и Discord и на другие мои социальные сети. Также по возможности или по желанию вы можете поддержать автора данного канала денежкой, если вам не жалко. Ссылки все в описании под этим видео. И там же в описании под видео вы найдете ссылки на мой Play канал, где игровой контент я выпускаю по возможности. И Live канал, где я выпускаю другой контент, который не подходит под тематику основного канала. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.